Всем привет! Меня зовут Дмитрий Саютин. Сегодня у нас на канале видео о том, как правильно грузить контейнер. Работа несложная, но товар будет от 5 разных фабрик, поэтому нужно убедиться, что товар качественно упакован, полностью загружен и правильно расположен внутри контейнера. Опломбирован и отправлен в порт. Вперед! Город Нинбо – это мировой порт. И в 2018 году, в прошлом году, он отгрузил 26 тысяч контейнеров. Представляете? Огромный объем. Кстати, и отсюда именно начинается программа Идай Илу. Один путь, одна дорога. Сегодня мы грузим 20-футовый контейнер. Фура придет с двумя контейнерами сразу. Один она грузит в первой половине дня, например, на нашей фабрике. Второй контейнер на другой какой-то фабрике. Это важно, потому что ты планируешь время, приезжаешь, люди, возможно, хотят сразу убедиться в надлежащем контроле погрузки. Вот, ты приезжаешь, а машины нет, контейнера нет. А почему? Потому что он может быть грузиться где-то в другом месте, и ты вынужден ждать. Вот. И так принято, что уже обычно первая половина дня для первого контейнера, вторая для второго. Вот. У меня было, наверное, 30% случаев, когда это время либо менялось, либо отменялось что-то. Из-за этого простаивает моя работа. Но сегодня должно быть все по плану. Сейчас 7:30. Наша погрузка в первую очередь. Мы приехали. Машину поставить трудно, даже за городом Нинбо. Что-то контейнера не вижу. Либо он уже грузится, либо он опоздает. Менеджер на этой фабрике девочка, не китаянка, по-моему, она из Индии. Вот, она не знает китайского, и у нее ужасный английский. Сейчас я с ней познакомлюсь первый раз, встречаемся. Ранее общались по Вичату. Вот сегодня будем здесь грузиться. Скорее всего, это весь тот товар, который надо упаковать. Он упакован уже, загрузить. Машина еще не подошла. Кстати, вот, наверное, весы. Приятно работать с фабриками, у которых 40-летняя история. Здесь вот все очень грамотно организовано. Чтобы даже зайти, вот нужно пройти сначала охрану, потом отпечатки пальцев, чтобы зайти внутрь. Затем на каждой двери есть также свой кей, такой ключ. Вот, ну все грамотно, все по-человечески. При погрузке контейнера есть очень важное правило. Тяжелое ложим вниз, легкое ложим наверх. И распределяем равномерно по всей площади. Иначе в порту, либо при перепогрузке, потому что сейчас на машину погрузим, потом грузится это в порту на склад, со склада на судно. Судно, скорее всего, потом снимается на железную дорогу и так далее. Вот чтобы нигде не было перекоса, важно это правило соблюдать. Странно, что менеджер не знает китайского. Это очень тяжело не только для работы, в работе, а и в жизни в Китае. Поэтому попросил выделить китайского менеджера также, чтобы была коммуникация более быстрее. Есть некоторый нюанс. Наш товар в основном лежит на палетах, но он не упакован, он без скотча. И я предполагаю, что погрузка будет происходить, видимо, руками. В одном 20-футовом контейнере около 30 кубов, но будет много. Кстати, здесь можно увидеть разные виды упаковки. В таком виде это вот хороший пример упаковки. Все с обрешетками. Погрузчик подъехал, вилы вставил, отвез в контейнер. Поэтому, особенно если у вас сборные грузы, то ваша задача, одна из основных, это сделать из таких вот упаковок вот такую упаковку. И даже на фабрике всегда есть подручные материалы, из которых можно все это сделать. Это будет платно, но это будет надежно, и ваш груз точно дойдет к вам на склад. Еще один важный момент – это маркировка груза. По документам и по факту у нас должно быть одинаковое название на коробках и в документах, в упаковочном. Это важно, потому что таможни в Китае вряд ли, но у вас на таможне в России либо в Украине с этим все строго, и это лишний повод задать вопросы, а их решение стоит денег. И вот мы здесь наблюдаем несоответствие. У нас идет
Rocker Switch. А на коробках написано Rotary Switch. Еще и коробки какие-то порванные, побитые, видимо, не смогли дойти сюда в целостности. Поэтому важно за этим следить и минимизировать свои расходы. Так, еще один важный нюанс. Кроме маркировки, мы еще видим китайскую наклейку служб доставки. То есть откуда товар пришел, кому назначается. Здесь мы также видим вот такие же наклеечки, маркировка и QID. Откуда, куда, когда, номер телефона. То есть вот по этой бумажке можно связаться с той фабрикой, которая произвела этот груз. Это не очень хорошо, потому что клиент, возможно, будет дальше продавать этот товар, и его клиенты могут напрямую связываться с фабрикой. За этим нужно следить. Вот и наши контейнера. Как я и говорил, первый контейнер на погрузку в первой половине дня к нам. Второй контейнер, видимо, поедет дальше грузиться. Наш контейнер крайний, последний. Вот, но мы заехать не можем. Точнее, контейнеровоз заехать не может, потому что ему мешают машины. Сейчас мы ищем водителей этих машин, чтобы их отогнать. Перед тем, как грузиться, нужно убедиться, что контейнер не ржавый, без дырок, как можно меньше сварных швов. Потому что судно идет долго, может идти 10 дней, может идти 40 дней. И, может быть шторм, может быть снег, может быть дождь. И бывает такое, что в нижнюю палубу судна попадает вода. И эта вода, бывает, проходит в контейнер, и нижние коробки иногда мокрые приходят. Вдоль дороги, вдоль зданий везде стоят машины. Вот за таких вот машин мы сейчас не можем заехать внутрь. Ищем водителя. Вот это вот Hyundai. Пойдем посмотрим, как там внутри. Можно ли в таком контейнере везти товар клиенту. Вроде все в порядке. Контейнер пригодный для транспортировки. Скоро будет коробочка полная. Ну что, контейнер почти догружен. Какие проблемы были? Неправильная маркировка, разорвавшаяся упаковка. По документам были некоторые расхождения. Все это мы исправили. Сейчас мы ставим правильно пломбу и отправляем контейнер в порт. Все, загрузили, отправили. Как же здесь красиво. На крыше фабрики вот такой вот сад. Тут еще красивее внутри. Чилиган пяулян. Такие вот картины здесь. Все. Даже Ван Гог здесь бывал. Мне очень нравится. Работа окончена. Всем, кто работает с Китаем, я желаю найти вот именно таких вот сильных, мощных фабрик и с ними плодотворно работать. Ну а исполнителей выбирайте профессиональных и грамотных. Пока, увидимся на следующей неделе.